Nikon D90 – легенда любительского сегмента зеркальных камер. У многих этот фотоаппарат вызывает теплые воспоминания. Он был популярен в момент расцвета цифровых зеркалок. Nikon D90 становился лауреатом премии типа, продавался огромными тиражами. А что сегодня? Эта камера осталась в прошлом или в настоящем ей есть место? Попробуем ответить на этот вопрос. Я приветствую вас на канале Полный кадр. Давайте снимать. Буквально несколько секунд саморекламы. Призываю вас подписываться не только на наш канал, но и на наш Инстаграм, где я рассказываю о том, что же будет в ближайших выпусках, на наш Телеграм, где я комментирую последние новости, связанные с фототехникой. Nikon D90 появился в 2008 году. Фотоаппарат пришел на смену Nikon D80. D90 стал последней камерой в своей линейке. Все последующие камеры Nikon схожего класса выходили в линейке Nikon D7000. В Nikon D90 установлена APS-C CMOS матрица на 12 мегапикселей. Фазовая система автофокуса в камере на 11 точек, только одна из них крестовая. Тут есть режим Live View, то есть вы можете снимать не только через видоискатель, но и через экран. И когда вы снимаете через экран, здесь используется контрастная система фокусировки. Есть в Nikon D90 возможность записи видео, что по тем временам, когда эта камера вышла, можно сказать, было редкостью. Все-таки это любительский сегмент, все-таки это 2008 год. Но хочу тут сразу оговориться, эта камера совершенно не про видео. Обсуждать его нет никакого смысла, потому что возможности камеры, связанные непосредственно с видеосъемкой, они очень скромные. Это обычная HD 720p 24 кадра в секунду. В камере используется байонетное крепление Nikon F. Больше 70 лет уже выходят объективы под этот байонет. Как вы понимаете, за это время было выпущено предостаточно стекол, всегда можно найти что-то под себя. Конечно, не все эти объективы были автофокусными, но все автофокусные объективы, которые выходили под байонет Nikon F, они будут на D90 работать, D90 их поддерживает. То есть у камеры есть в том числе и отвертка для старых безмоторных объективов, таких как Nikon 50 мм 1.8D AF, 85 мм 1.8D и так далее. Многие из нас не застали начало эпохи байонета Nikon F, но зато сейчас мы все можем наблюдать ее окончание. В 2018 году компания Nikon начала производство полнокадровых беззеркалок с байонетом Nikon Z, на которых, очевидно, будет сделана ставка в ближайшем будущем. Но это не страшно для любителей покупки техники на Авито или eBay. Эту камеру Nikon D90 можно сейчас купить только там, логично и объективы для нее приобретать на вторичке. Что касается цен на саму камеру, я не люблю в видео говорить о ценах, потому что неизвестно, когда зритель посмотрит это видео. Он может посмотреть его, когда оно только выйдет, или, например, через несколько лет. Соответственно, сами понимаете, что цены скачут время от времени. Но если мы говорим про сегодняшний момент, то в момент выхода этого ролика цены на вторичке на эту камеру в среднем в районе 10 тысяч рублей, там плюс-минус. Конечно, есть варианты подешевле, есть варианты подороже. Обычно цена зависит от того, какое состояние у камеры, какое настроение у продавца, который вам ее продает. В общем, иногда это связано с везением. То, за сколько вы сможете найти тот или иной аппарат. Вы определенно хотите знать, как эта камера ощущается сегодня. Когда выходят все эти монстры вроде Canon R5 или того же Nikon Z7, как вообще на фоне современной техники ощущается камера, которая вышла больше 12 лет назад? Давайте я скажу так. Хорошо, приятно, душевно. Вот так Nikon D90 ощущается. Это старый добрый Nikon. И вот знаете, что отличает старые зеркалки от старых беззеркалок и компактов, которые я тоже периодически тестирую? Зеркалки, они быстрые, они не тупят, они технически гораздо лучше старых беззеркалок. Да, всего 12 мегапикселей здесь, простенький автофокус, но сами ощущения от съемки. Был у нас как-то тест первый Fujifilm X100, компактная камера 2010 года выпуска. Во многих аспектах это замечательный аппарат. Но какой же он был тормозной и технически несовершенный. Долгие включения, напрягающая фокусировка,
слепой экран. Все то же самое я могу сказать про беззеркалку 2010 года Panasonic GH2, у которой было достаточно плюсов, но качество экрана, например, или скорость работы оставляли желать лучшего. Об этом я, собственно, в отдельном видео рассказывал. Nikon D90 включается моментально. Фокусировка у него простая, но понятная и шустрая. Экран на 3 дюйма и 900 тысяч точек, что весьма неплохие показатели для 2008 года. Конечно, стоит понимать, что у Nikon D90, как и у других камер того года, ну и более ранних, и чуть более поздних, в общем, у многих старых камер есть проблема с яркостью экрана. Она недостаточная, особенно под прямыми солнечными лучами. Тем не менее, вот все, что я перечислил, для камеры 2008 года выглядит очень неплохо, и за счет этого камера ощущается более современной, чем компакты или беззеркалки даже 2010 года, ну, по крайней мере, те, о которых я ранее говорил. Конечно, ваши ощущения от использования подобной камеры будут связаны с ее состоянием. Например, этот экземпляр Nikon D90 имеет пробег 5, может быть 6 тысяч кадров, и выглядит он отлично. Это и на ощущения, лично мои, например, влияет, когда я этот аппарат тестирую. Если бы это был какой-то замыленный, замученный экземпляр, то настроение от его использования, конечно, могло быть иным. Поэтому лично я рекомендую, особенно новичкам, искать камеры на вторичке в отличном состоянии. Да, они могут быть чуть дороже, но эта переплата, на мой взгляд, опять же стоит подобных ощущений. Давайте еще посмотрим на камеру поближе. Расскажу тем, кто с фотоаппаратами Nikon не знаком, как тут все устроено. Управление здесь максимально классическое для Nikon. Да, в последующих камерах оно было немного доработано, но основные моменты остаются неизменными. Классический рычажок включения-выключения, объединенный с кнопкой спуска. Это, пожалуй, лучшая из возможных систем вплоть до сегодняшнего дня. Это очень удобно. Канонисты, конечно, любят говорить на тему, мол, зачем включать и выключать камеру постоянно, ведь все равно аккумулятор, по сути, когда камера включена, особо не расходуется. Знаете, почему они так говорят? У них просто нет такого рычажка. На самом же деле, оперативное включение и выключение камеры позволяет избежать лишних случайных нажатий, случайных поворотов колесика с последующим сбоем выставленных настроек и так далее. В любом случае, всегда можно не пользоваться предоставленной возможностью. Но если возможность вам не предоставили, то и выбора у вас нет. Как у любой камеры Nikon выше начального уровня, у Nikon D90 есть верхний дополнительный экранчик. На нем выводится основная информация о съемке. Диафрагма, выдержка, ISO, режим автофокуса, замеры экспозиции и так далее. Кнопка AF позволяет менять режим автофокуса. Также здесь есть кнопки выбора режима затвора, коррекции замера экспозиции. У камеры есть два диска управления, что опять же намекает на то, что Nikon D90 камера пусть и любительская, но она продвинутого уровня. Эти колесики позволяют в процессе фотосъемки оперативно управлять настройками. Переходим к задней части камеры. Тут у нас пентапризменный видоискатель с охватом 96%. Это еще один признак продвинутой любительской камеры после отвертки, верхнего экранчика и двух колес управления. Потому что в более младших камерах устанавливается пентазеркальный видоискатель, который не так хорош. Ниже располагается рычажок, блокирующий смену точек автофокуса. Когда стоит режим L, мы не можем поменять точку фокуса с помощью мультиселектора. И последняя кнопка с этой стороны, кнопка Info, она позволяет выводить основную информацию о съемке на задний экран. С левой стороны от дисплея находятся кнопки просмотра отснятых изображений, кнопка меню, кнопка изменения баланса белого, кнопка ISO и кнопка изменения качества изображений. Часть кнопок имеет двойной функционал. В режиме съемки они выполняют указанные ранее функции, а в режиме просмотра используются для увеличения или уменьшения изображения и для его блокировки. Около видоискателя тоже есть ряд управляющих элементов. Кнопка удаления изображений, кнопка блокировки фокуса и экспозиции, а также регулятор диоптрийной коррекции. Если вы слепой крот, как я, то данный регулятор поможет вам настроить четкость изображения в видоискателе под себя. На передней части камеры тоже есть несколько кнопок и рычажков. Среди них рычажок переключения между ручной и автоматической фокусировкой, кнопка брекетинга, кнопка открытия вспышки и настраиваемая функциональная кнопка.
Ну и, конечно, есть большая кнопка отсоединения объектива. Сама эргономика камеры мне понравилась. Это не самая крупная камера компании Nikon, но она удобная. Множество полезных кнопок и колесиков, удобный хват. Конечно, в плане управления камерой, вышедшие позже, были несколько доработаны. Здесь все-таки не хватает некоторых функций. Например, я не нашел, как быстро переключаться по точкам фокусировки с одной, например, на 11 сразу. В более новой Nikon D7000 для этого была отдельная кнопка, которой на Nikon D90 нет совсем. То же самое по поводу кнопки ISO. В более свежих камерах с ее помощью можно не только само значение ISO изменить, но и переключиться с автоматического ISO на ручное управление. Здесь этого не хватает. Что касается качества изображений. Если кратко, мне нравится, что показывает эта камера при хорошем освещении. Конечно, динамический диапазон матрицы и ее показатели на высоких ISO довольно заметно уступают последним кроп-камерам Nikon. Но по данным того же DxOMark, матрица Nikon D90 лучше по всем ключевым показателям, чем матрица Canon 70D. И немного уступает по ISO профессиональному Canon 7D Mark II, при этом опережая его по остальным показателям и по общей оценке соответственно. Стоит отметить, что эти Canon на 5 лет позже вышли, чем Nikon D90. Так что можно сказать, что матрица Nikon D90 добротная, особенно с учетом цены этого фотоаппарата. Единственный существенный недостаток — это разрешение 12 мегапикселей. По сегодняшним меркам все-таки это маловато. Это немногим больше разрешения 4К современных мониторов, которые в последнее время все больше и больше распространяются по нашей стране в том числе. Маленькое разрешение в том числе мешает свободно кадрировать кадр в процессе постобработки. Это тоже, опять же, недостаток малопиксельной матрицы. Что касается объективов, я уже говорил, что здесь много что можно подключить. Я при тестировании использовал в основном Nikon 16-85 мм. Тоже достаточно занимательный объектив, популярный в какой-то мере. Я думаю о нем рассказать в отдельном видео, конечно, если кому-то это будет интересно, так что поддерживайте видео лайками, чтобы я понимал, что вообще тема вам заходит. У меня своеобразный опыт использования отверточных объективов на камерах Nikon. Большинство таких объективов разработано и выпущено еще в пленочную эпоху. Они не рассчитаны на многопиксельные матрицы. И вот тут у нас преимущество с Nikon D90. Все-таки матрица всего 12 мегапикселей, и это, наверное, оптимально для простеньких отверточных стекол, вроде тех же Nikon 50 мм 1.8D. На подобных матрицах простые отверточные объективы проявляют себя, наверное, максимально хорошо, насколько это для них возможно, потому что если мы возьмем более многопиксельную матрицу того же Nikon D7000 или тем более D7100, D7200, то там уже такие простые дешевые стекла будут не так хороши. По крайней мере, так будет казаться, что их уже не хватает для более многопиксельной матрицы. Этот ролик не является полноценным обзором, это больше про мои ощущения от камеры Nikon D90, ну плюс некоторым начинающим фотографам я кое-какие базовые вещи попытался объяснить и надеюсь, что-то из этого вы поняли. Ну и, пожалуй, сегодня на этом все. И обязательно подписывайтесь на канал, смотрите наши видео. Это помогает развивать проект. Если он вам нравится, оценивайте, опять же, видео лайками, подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. И что главное? Главное, делайте правильный выбор.